Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню! Сегодня готовлю торт «Медовое яблоко». Название торта в полной мере отображает его состав. Тонкие медовые коржи, очень легкий, воздушный и очень яблочный яблочно-заварной крем и немного карамельного соуса для акцента. Очень просто, вкусно и очень по-домашнему. Давайте приготовим. Для теста нам понадобится 150 грамм меда, 150 грамм сливочного масла, 150 грамм сахара, 3 куриных яйца среднего размера, примерно 600 грамм муки и чайная ложка соды. Сливочное масло растапливаем и пока отставляем в сторону, чтобы масло подостыло. Мед перекладываем в кастрюлю и нагреваем до очень горячего. Кипятить не нужно, нагреваем примерно до температуры 70-80 градусов. Всыпаем соду, размешиваем. В результате получается вот такая очень красивая, пышная, вкусная медовая пенка. Куриные яйца разбалтываем, всыпаем сахар и размешиваем венчиком. Вливаем растопленное сливочное масло, к этому моменту оно не должно быть горячим. И постепенно вмешиваем медовую пенку. Просеиваем муку и замешиваем мягкое тесто. Сначала я просто размешиваю тесто ложкой, а когда оно загустеет, перейду на рабочую поверхность. В рецепте указываю 600 грамм муки, но вам может ее понадобиться чуть больше, либо чуть меньше. Ориентируйтесь в первую очередь на консистенцию теста, поскольку мука везде разная. Всю оставшуюся муку просеиваем на рабочий стол, выкладываем тесто и вот такими складывающими движениями вмешиваем в тесто муку. В результате должно получиться мягкое липковатое тесто, но, конечно же, очень липким оно быть не должно. Поэтому после того, как вы вместите в тесто всю необходимую муку, оцените его консистенцию. Мне пришлось добавить еще буквально 20 грамм муки. Вот такое мягкое, подвижное, липковатое тесто у нас получилось в результате. Тесто сразу же подкатываем и делим в зависимости от желаемого количества коржей. Каждый кусочек теста подкатываем, складываем на тарелку, накрываем, чтобы тесто не заветрилось, и оставляем на рабочем столе. Убирать в холодильник тесто не нужно. И сразу же начинаем катать коржи. Я раскатывала тесто сразу же на листе бумаги для выпечки, поскольку так проще и удобнее. Раскатывала скалкой для мастики, поскольку к такой скалке тесто практически совсем не липнет. То есть его можно раскатывать без муки. Но можно раскатывать и обычной деревянной скалкой. Толщина коржей на ваше усмотрение. Можете раскатывать чуть тоньше, чуть толще. В общем, все по вашему желанию и настроению. Из раскатанного теста вырезаем корж. Диаметр коржей 20 см. Остатки теста убираем. Их потом можно будет опять раскатать. Корж густо накалываем вилкой. И выпекаем в предварительно разогретой до 180 градусов Цельсия духовке буквально 5-7 минут до золотистого цвета. Свежеиспеченный корж сразу же снимаем с листа бумаги для выпечки. Перекладываем на ровную поверхность и даем остыть. Остывшие коржи складываем стопочкой. Освободившийся лист бумаги можно повторно использовать для выпечки коржей. Всего из этого количества теста у меня получилось 15 довольно тонких коржей. Последний корж и оставшиеся обрезки я подсушила в духовке чуть сильнее и затем размяла в крошку. Крошку я буду использовать для украшения торта. Для крема нам понадобится 750 грамм яблочного пюре, 150 грамм сахара, либо по вкусу, 40 грамм крахмала, желательно кукурузного, но можно взять и картофельный. У меня на этот раз как раз картофельный. 200 грамм сливочного масла и чайная ложка ванильного экстракта.
У меня яблочное пюре домашнее, оно довольно густое. Для его приготовления потребуется килограмм яблок. Яблоки нужно очистить от кожуры, семечек, нарезать, добавить небольшое количество воды и сварить до мягкости. Затем пробить погружным блендером в пюре и протереть пюре для однородности через сито. Отдельного ролика по приготовлению яблочного пюре нет, я его готовил в рамках других рецептов. Ссылки размещу под видео, поэтому если что-то непонятно, заходите, посмотрите. Сахар смешиваем с крахмалом. Вмешиваем крахмал с сахаром в яблочное пюре и перемещаемся к плите. Ставим кастрюлю на плиту и прогреваем до загустения. Загустевшее пюре снимаем с огня. Вот такое оно по консистенции. Перекладываем в отдельную миску и даем остыть до теплого. Сливочное масло к этому моменту должно быть комнатной температуры, то есть оно должно быть мягким, но не растаявшим. Постепенно добавляем сливочное масло к яблокам и размешиваем миксером до однородности. Он получается очень нежным, легким и очень-очень яблочным. И как видите, он достаточно густой. И это несмотря на то, что крем сейчас теплый. Когда остынет, он станет значительно гуще. Для торта нам понадобится приготовить карамельный соус. На экране сейчас соус приготовленный из целой нормы. Для торта нам понадобится примерно четверть этого соуса. То есть, если вы хотите его приготовить исключительно для торта, возьмите четверть всех ингредиентов. Для соуса нам понадобится 375 грамм сахара. По рецепту 2 чайные ложки меда, но я беру меда чуть больше, я беру 50 грамм, то есть это 2 чайные ложки с очень-очень хорошей горкой. 115 грамм сливочного масла, 180 грамм кефира, чайная ложка без горки питьевой соды, я беру 5 грамм, четверть чайной ложки соли и столовая ложка ванильного экстракта. Готовится соус очень-очень просто. В кастрюлю складываем все, кроме ванильного экстракта. Кладем сюда сахар, вливаем кефир, сливочное масло, мед. Сразу же кладем и соду, и соль. И перемещаемся к плите варить соус. При аккуратном нагреве добиваемся того, чтобы все сложенное в кастрюльку превратилось в однородную массу. Распустилось сливочное масло, растопился мед. В смеси много сахара, поэтому обязательно постоянно ее помешиваем. После того, как закипит, варим до красивого карамельного цвета. По рецепту нужно варить 7 минут, но вам может понадобиться чуть больше, чуть меньше. Очень важно соус не переварить, не нужно его варивать до такого интенсивного карамельного цвета, поскольку в этом случае он может быстро засахариться при хранении. Готовый соус вливаем в ванильный экстракт, размешиваем, и наш соус почти готов. Переливаем его в отдельную емкость, даем остыть. Вот такой он получается после того, когда остынет до комнатной температуры. И у нас все готово, нам останется только собрать торт. Раскладываем коржи на рабочей поверхности. Распределяем крем. Небольшое количество крема, примерно как на 1 корж оставьте. Этот крем нам понадобится для промазывания боков торта. Собираем торт как обычно, горочкой, промазывая коржи кремом. Промазываем кремом первый корж. Сверху наносим небольшое количество карамельного соуса. Количество соуса по вашему усмотрению. Можно больше, меньше. Затем промазываем следующий корж. Выкладываем сверху. Еще немного карамельного соуса. Выкладываем последний корж. Торт вот таким образом подравниваем, уплотняем. Распределяем крем. Борта торта промазываем оставленным кремом. И просыпаем крошкой. Лишнюю крошку удаляем. По краю торта я нанесла такую щедрую полоску карамельного крема в расчете на карамельные подтеки. Но в результате карамельный соус практически в полном составе убежал вниз. Торт пока убираем в холодильник и займемся приготовлением яблочных роз для украшения торта.
Для яблочных роз нам понадобятся яблоки. Яблоки желательно выбирать плотные, не рыхлые. Я обычно предпочитаю яблоки красных сортов, поскольку розочки из красных яблок получаются с красивым красным кантиком и очень симпатично смотрятся. Для сахарного сиропа нам понадобится стакан воды, это 250 мл, и 4 столовые ложки с небольшой горочкой сахара. Сначала сварим сахарный сироп. Для этого в кастрюлю вливаем воду, всыпаем сахар, ставим на плиту, доводим до кипения и при этом следим, чтобы полностью разошелся сахар. А пока у нас закипает сахарный сироп, мы нарежем яблоки. Каждое яблоко разрезаем на 4 части и удаляем семечки. Я обычно не разрезаю все яблоки сразу, поскольку они быстро темнеют. Нарезаю их по мере варки. И нарезаем на тонкие дольки. Желательно, чтобы толщина яблочных долек была не более 2 мм. Можно нарезать ножом, но гораздо удобнее и быстрее нарезать при помощи специальной терки. В кипящий сахарный сироп закладываем нарезанные дольки яблок. Я обычно закладываю поочередно, но можно и все сразу, это не играет большого значения. И варим буквально несколько секунд до пластичности. Я обычно поднимаю одну дольку на вилке. Если края начинают свисать вниз, яблоки готовы. Достаем яблоки из сиропа. В кипящий сироп закладываем очередную партию яблочных долек. Подваренные яблочные дольки раскладываем на кромке тарелки, чтобы стекал оставшийся после варки сахарный сироп, и дадим слегка подостыть. Формовать розочки можно на руках, добавляя буквально по одному лепестку, но гораздо быстрее это сделать вот таким образом. Раскладываем яблочные дольки в линию, внахлёст. От количества долек будет зависеть пышность розы. Если нужна маленькая розочка, то достаточно будет 5-7. Если нужна роза побольше, попышнее, то можно увеличить количество лепестков до 12. И вот таким образом сворачиваем лепестки рулончиком. Аккуратно расправляем, отгибаем лепестки. И наша розочка готова. На центр торта наносим сеточку из карамельного соуса и художественно выкладываем розы. Для того, чтобы розы не заветрились, для того, чтобы они долго сохраняли свою привлекательность и свежий вид, готовые розы можно слегка смазать крепким желатиновым раствором. Для желатинового раствора берем чайную ложку порошкового желатина и 1,5 столовые ложки воды. Можно взять еще и немного сахара. Оставляем минут на 10, чтобы желатин набух. И аккуратно нагреваем, чтобы желатин полностью разошелся. И аккуратно желатиновым раствором смазываем розы. Готовый торт ставим в холодильник на несколько часов, он должен хорошо пропитаться. Считается, что медовые торты вкуснее на следующий день. Вот так красиво он выглядит на разрезе. Итак, наш торт готов, и мне остается пожелать вам приятного чаепития. Приготовьте, попробуйте. Очень надеюсь, что он вам тоже понравится. Спасибо, что были со мной, смотрели видео, и всего вам самого-самого доброго. До новых встреч, до новых видео.